привет! За моей спиной знаменитый Мулен Руж, а значит мы в Париже, в городе мечты, в городе любви. И мы предлагаем вам прогуляться с нами по основным его достопримечательностям, посмотреть на этот городок изнутри. Оставайтесь с нами до самого конца, наслаждайтесь так же, как и мы. Приятного просмотра! Поехали! За моей спиной станция метро Анвер. Если вы собрались посетить базилику Сакрé-Кёр, то это самый удобный способ выйти с этой станции и подняться на холм Монмартр. 22 апреля, а посмотрите, сколько туристов. Представляю, что здесь будет твориться летом. В Париже очень много всего красивого, и это настоящий центр притяжения туристов. Очень красивый город. €2–3 евро цены на магнитики и брелочки. Сувенирная продукция. В Париже, как вы видите, в основном связана с Эйфелевой башней. Кто не видел Монмартр, тот не видел Париж. Это одно из немногих мест, сохранивших очарование старины. Здесь практически нету стекла и бетона, а узкие улочки, бегущие в горку, напоминают о тех временах, когда некогда здесь бродили Ван Гог и Пикассо. Холм известен еще со времен Древнего Рима. Он относительно невысок, всего 130 метров, но уже много веков как бы царит над Парижем. А за моей спиной расположилась красавица базилика Сакрé-Кёр. К пути базилики такая длинная лестница, и это такое хорошее кардио, будьте к этому готовы. Как я уже сказала, базилика Сакрé-Кёр возвышается над Парижем на высоте 130 метров. Ее видно из любой точки города, поскольку это самая высокая точка Парижа. Возле самой базилики ограда вся в замочках. Это влюбленные парижане закрепляют свою любовь вот таким способом. Прикрепляют замочек к ограде. И здесь тоже, посмотрите. Кроме базилики Сакрé-Кёр, также на вершине холма есть исторические интересные здания. С другой стороны холма открывается вид на Эйфелеву башню. Да, главная доминанта Парижа. Естественно, отличить ее очень просто. Мы на знаменитой площади Бланш, где находится всеми известная Мулен Руж, Красная мельница, знаменитая кабаре. Париж богат достопримечательностями настолько, что буквально разрывает на части, и ты не знаешь, куда тебе пойти. Но Мулен Руж – это легендарное место, которое мы точно хотели увидеть и сфотографироваться на его фоне. Некогда Монмартр считался пригородом Парижа, и именно в этом квартале было очень много мельниц.
Также этот пригород был известен своими питейными и развлекательными заведениями, и в конце 19 века здесь стали появляться такие заведения, как Шантан с музыкой и песнями, и кабаре с танцами и обнаженными девушками. И, конечно же, Мулен Руж является знаменитейшим кабаре на весь мир. Ну что, немного расскажу о парижском метро. На первый взгляд, когда смотришь на карту метро, выглядит это все совершенно ужасно, но на самом деле оно очень удобное. Многие люди ездят в Париж с пригородов, и все пригородные поезда пересекаются с метро. Пригородные ветки обозначаются буквами, а местное метро – цифрами. Внутри оно достаточно современное, достаточно комфортабельные поезда и электрички, поэтому смело пользуйтесь, не бойтесь, главное во всем разобраться. Стоимость именно метро 2 евро с какими-то сантимами, а если едете в пригород, например, до самой дальней станции, билет стоит 5 евро в одну сторону. Вот так страшно выглядят все эти ветки. Сейчас мы находимся на площади Согласия в самом центре Парижа. Позади меня Луксорский обелиск, который был сюда привезен из Египта примерно в 1830-х годах, когда была большая популярность на все египетское в Европе. Возраст этого обелиска более 3000 лет. Он украшал вход в храм в Луксоре и был возведен примерно в 1290 году до нашей эры. С этой площади видна башня и обелиск, да? Два таких абсолютно разных строения устремляются в небо из разных эпох. Но мне видится что-то преемственное в этом. На постаменте изображено, видимо, как его теоретически могли устанавливать в те далекие года. Удивительно, но этот обелиск потрясающе гармонично выглядит на фоне парижской архитектуры. Эйфелева башня является визитной карточкой Парижа и всей Франции. Это одна из самых известных достопримечательностей в мире. Особенно она популярна, конечно же, среди влюбленных, так как на высоте или перед видами Эйфелевой башни принято делать предложение руки и сердца. Сами французы называют ее «La Dame de Fer» или «Железная дама». И понятно, почему это обусловлено тем материалом, из которого она сделана. Башня по высоте 324 метра. Если для понимания, можно сравнить с 80-этажным домом. Сегодняшний день мы решили посвятить поездке в Версаль. Он находится совсем недалеко от Парижа, в 17-20 километрах. Здесь располагается знаменитая королевская резиденция Людовика XIV, иначе его называли «Король Солнца». Ансамбль этой резиденции располагается на 800 гектарах земли. Он реально огромный и разделяется на несколько частей. На дворец, в котором проживала сама королевская семья. Есть также деревня Марии Антуанетты,
Есть специально отведенные места, где раньше жили дочери короля, а также жены или не жены. Билет на парковую зону стоит 12 евро с человека. К сожалению, нам не удалось попасть внутрь дворца, и не скажу, сколько по стоимости будет вход, но мы решили прогуляться по парковой зоне, посмотреть, как здесь все обустроено. Ведь Людовик XIV задумывал постройку этой резиденции как нечто величественное, чтобы показать всевластие и всемогущество королевской семьи. Поэтому она выглядит настолько грандиозно и огромная по своим размерам. Эти просторы, безусловно, напоминают нам одно очень знакомое место. Это родной Петергоф для жителей Санкт-Петербурга и для тех, кто когда-либо посещал Питер, наверняка известное место. Здесь также очень много фонтанов, парков. Но сразу хочу сказать, что наш Петергоф не уступает этому парку. Я бы даже сказала, что там немного грандиознее, но зато здесь более масштабный, наверное, и с более интересной историей дворец. Несмотря на погоду, количество туристов просто огромное. Я не удивлена, что билеты во дворец закончились, когда мы подошли к кассе. Утром была совсем плохая погода, шел дождь и было пасмурно. Сейчас хотя бы вышло солнышко, но очень холодный ветер. Но, как вы видите, многих это не смутило. Да, и самое интересное, что все это делалось не для общественности, а для семьи королевской. Вот такая вот огромная территория. С 19 века Версальский дворец – это национальный музей. Чтобы обойти парк Версаля, мне кажется, нужно потратить целый день. Я думаю, король солнца Людовик XIV в свое время катался здесь на лошади. А может быть, даже и на целой карете. Эстетически парк выглядит практически идеально. Все очень ровненькое, деревца выстрижены. Газончик тоже ровненько подстрижен. А вот легендарная улица Шанс-Элизе, то есть Елисейские поля. А это значит, что за моей спиной Триумфальная арка. Величественное строение эпохи Наполеона. Сразу можно понять, что Наполеон грезил имперскими амбициями. А вот так декорировано здание Луи Виттона. И под каждую свою коллекцию они этот декор меняют. В этот раз это как будто бы детские рисунки. Итак, сейчас мы находимся в саду Тюильри. Держим путь от площади Согласия к Лувру через этот сад. Он был разбит в середине XVI века по приказу Екатерины Медичи, королевы, которая правила в тот момент, жены Генриха II.
Площадь этого сада 25 гектаров, и называется он сад Тюильри именно потому, что с французского Тюильри – это черепица, и некогда на этих землях занимались производством черепицы. В саду множество известных статуй, французские так называемые деревья, посаженные в определенном порядке, пруды. Хочется сказать, что этот сад больше для горожан, а не для туристов, потому что здесь можно отлично провести время, погулять в знойный летний день, посидеть в тени деревьев, насладиться природой, которой, кстати говоря, очень много в Париже, гораздо больше зелени, чем в Ницце, как бы то ни было, или посидеть у пруда с видом на Эйфелеву башню. Ну и вот, прогулявшись, мы добрались до площади перед входом в Лувр. Изначально на месте, где сейчас находится Лувр, в 1190 году возвели крепость-замок для обороны Парижа. В качестве музея Лувр открыл свои двери в 1792 году, и эта дата считается датой его основания. Сегодня бывшая городская крепость превратилась в одну из самых знаменитых достопримечательностей мира. Друзья, к сожалению, наша прогулка подходит к концу. Мы с вами прогулялись по самым основным достопримечательностям, и, конечно же, не хватило времени, чтобы посетить их все, и мне кажется, не хватит даже недели и 2 недель, чтобы посетить все интересные места Парижа, но по самым таким известным мы с вами прошлись и для вас сняли это видео. Вот, к примеру, если вы хотите посетить Лувр, то для этого нужно заложить весь день. Точно так же могу дать совет по поводу Версальского дворца. И обязательно покупайте билеты заранее на сайте, потому что очереди просто огромные. И вчера мы столкнулись с тем, что билетов для нас просто не хватило. И мы погуляли всего лишь по парку. Если вы хотите посмотреть на Париж с высока, совершенно не обязательно забираться на Эйфелеву башню, потому что туда и дорогой билет, и большая очередь. Можно посмотреть на центр города с высоты Триумфальной арки. С окраины, конечно же, можно забраться на Монмартр, возле базилики Сакрэ-Кёр, потрясающая смотровая площадка, мы вам это показали. Знаменитая стеклянная пирамида Лувра. Это очередной хороший пример того, как французы умеют совмещать современные технологии в строительстве и классическую архитектуру. Также эти пирамиды нам подсказывают о том, что в Лувре одна из самых богатых коллекций египетских древностей. В следующий наш приезд в Париж мы обязательно запланируем посещение Лувра. Друзья, подскажите, вот если вы были в Лувре, что вам особенно запомнилось, что советуете посмотреть, а если не были, то, может быть, что вы планируете посмотреть, потому что он реально огромный. Ну вот и все, друзья, краткий обзор Парижа подошел к концу. Мы надеемся, что вам понравилось и что этот ролик поможет вам при выборе мест, которые вы хотели бы посетить в Париже. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, может быть, спрашивайте о чем-то, мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и ждите следующие видео. Бон вояж!